На Дунайском берегу, на этой планете, как-то шел с рыбалки я с карасем в пакете. До чего же тащишь? Хорош. Сладкий, Ты меня слышишь? Золотистый. Я вообще-то песню про карася пел, про рыбу, уважаемую во всем мире. Ты, уже не началось, а у нее... Ты сколько соуса сырного хочешь сделать? Марат, я хочу, чтобы ты исполнил сегодня самый вкусный, самый незабываемый. Вот то, что ты Марат, никогда в жизни до этого. Не Из твоих мир... Тут можно полтонны сделать, извините. Смотри, Просто слов нет. я хочу сказать, что сегодня будет выступать в главной роли самая замечательная, мною любимая, бесподобная, подаренная нам сверху удивительно вкусная рыба. Карась. Поэтому, чтоб мне за него было не стыдно перед всеми нашими телезрителями. Друзья, всем привет, с вами Лиза Клипон. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Марат. Ты, блин, как этот главный герой эротического фильма. Всем шалом скажи. Шалом. Всем шалом. Ага. Я забыл, что у нас... Это же новое видео, елки. Ты что, не видишь, что я фурик переодел? Короче, это итальянский. А ну, отодвинь. Вот я тебе... Это бельгийский. Это староказачий Монтерей. Это не трогай. Это германский из Швейцарии. Это швейцарский из Германии. Это с выдержкой непонятно откуда, но тоже пригодится. И это Староказачий. староказачий тоже сыр. Ну вот открытый можете взять. Этот можете взять. Катя, Тот моя можете хорошая, взять. Этот не трогать. я и мы тебя сюда позвали снимать. Не надо умничать. Сегодня Марат, доброе, какой пармезан теплое видео. соус? Послушай, я бы, на самом деле, та идея, которая у него есть, я бы ее упростил, я бы даже не делал сырный соус, я просто на горячий, только что выловленный с масла, этот самый, натер бы тоненько какой-то из твердых сыров. Мой ты хороший. А Вот ты все хочешь именно хорошо, сырный но я с соус. тобой не согласен. Я хочу, чтобы ты сделал ру. Чтобы залить, да? Чтобы ты бахнул эту ерунду. Я подготовлю, зафарширую Как скажешь, икру. могу использовать весь сыр полностью. Нет, Марат. Это я вам скажу, а не он. Смотри, Кондрат. Стоп. Баб Катя. Понял. Сказала, пошел ты нахер. Здесь, Так. знаешь, в чем дело? Что? Здесь все сыры твердые. Вот все. Нет Не ни все. одного. Нет, Смотри. Это твердый сыр. Ну, написано твердый, но он-то мягкий. Марат. А? Что у моей Здесь Кати? все Короче. сыры твердые. Да ладно, я пошутил, я что хотел сказать, а я что-то хотел сказать. Вообще, знаешь, сырный соус делается самый классический, Да, вкусный да. из сыра чеддер. Катенька Чеддер наверняка это знает. Английский сыр чеддер. конечно. Рыженький Мягкий, такой. рыжий. Он есть и белый, но рыжий. Не нашлось. Еще в Макдональдсе его на булке Поэтому я ломбадят. предлагаю, выбери какой-то один из них. Я сейчас выберу. Ну, или два. Ну что, это твердый? Ставь пармезан в конце концов. Слышь, съешь яичко итальянское, от него сразу добреешь. Пармезан оставь на вот эти, которые Трубочки? мы когда-нибудь зафаршируем. Вам помочь с выбором сыра? Короче, я ее только что... Катенька, мне абсолютно все равно, какой сыр будет. Смотри, обычно она мне, а сейчас я ее немножко подрочил. Все. Катя, ты успокойся, все будет нормально. Мы возьмем столько, сколько надо. Я хочу, чтобы это был сырный соус, чтобы он был густой и булькал. Я когда там жарю, а дальше по расписанию. Ля-ля-ля-ля, тарелки Я есть. тебе Все, сделаю соус, а шедевр. ты там булькай. Не благодарите. Все. Так что, ребята, те, кто любит карася, пишите комментарии. Я ваша навеки. За карася буду исполнять и днем, и ночью. Эх Посуду ты. только ты мне не принес. Для чего тебе надо? Для соуса. Он же вам кастрюлю. Смотри, там сегодня такие 3 карася. Не, ну это большая, Сереж. Тамарат небольшая, она новая. Она новая. Смотри. Вот это Он маленькая. с тебя прикалывается, Сереж. Не, вот это, кстати, нормально. Маленькая. Я хочу, чтобы Вот тут... это маленькая, вот это нормально. Это маленькая. У меня получается 5 порций супа вот в том сотейнике, Марат. Такие дети у тебя ходят зеленые, елки-палки. Уже начни кормить нормально. Так. А у тебя, простите. А когда ты на работе, я их кормлю. Ты что, не видишь? Прямо щечки пушистые, розы. Люблю вас по одному. И всех сразу. Так, это Володя, спасибо, передал. Да что не сидим тупо над Гусовым, правильно? Все. Нет, не открывать. Я не открываю, ты Молодцы. звезда. Короче,
Давай уже иди чистить. Пошли со мной, хорош, мы тобой целый говорит, закрой ширинку. Баб Катя, я ему уже сказал, да, уже весь привоз там уже знает. Угу. Звезда ТикТока, чтобы он был здоров. Так. Ну, Катюша, ты посмотри. И Марат, что он тут натворил? Что? Слушай, Смотри, как будто та- снег Чтоб лежит. ты каждую чешуинку собрал. Катя, Сережа, тебе пора уже Сережа. сдавать на тот форум, где люди говорят красиво за цветы. Это удобрение. Ты что? У меня дедушка всегда в одном месте. Она У меня не дедушка всегда в одном месте Как? чистил Что еще рыбу. как? И все, что было здесь, Самая там, лучшая чешуя от карася. там такие цветы росли. Но мы их там не садили, понял? Ну то, что Ну, мух у земля тебя была здесь будет дофига, Земля так была это точно. плодородная. Какие мухи? Зима, Катя. Вот Весна, какие весна мухи? не за горами. Посмотри на этого красавца. это месяц. Ты что? Я уже двоих почистил, сейчас одного влуплю. Ну что за спина? А? Так и хочется его лизать. И по шерсти, и против чешуи. Пипец. Как тебе приспособа? Катюня. Короче, лучше вилки может быть только что. Вот та электрическая чиселка, что у нас в ресторане. Ну там мы сотни килограмм перечищаем, поэтому там вилкой уже неудобно. А это, конечно, смотри, летит на ура. Быстро, Сережа, замечательно. ты мусоришь, а? Катя, это не мусоришь, если я это делал на кухне. Я делаю это в огороде. Я тебе говорю, это все полезно. Ну мне даже визуально это не нравится, Сережа. Солнышко, ты когда будешь кушать вот все, что я задумал, ты забудешь обо всем. Главное, чтобы обо мне только не забыла. Ну, ужас, От красавец. Сережа. Просто ужас. Не ужас, а кило 100. Один. Марат, вы это Смотри, как одобряете? быстро. Этот бардак. Послушай. О, у меня есть специальный нож. Ну, вот ты любишь вот так вилочкой, да? Вот, Да, летит аж на соседний А дом. нож собирает прям в себя, понимаешь? Ой, хороший. Подари моей Катюне, пригодится. Эх ты. Все, огонь. Видела, для чего нужен хороший нож? Можно я это не буду снимать? Что именно? А тебе и не надо. Тут у него бронебойная штука осталась. Вот так вот подделал. Офигеть. И аккуратненько ее сейчас снял. Все. Это что? Это Это нож хороший. А жабры? Ты будешь вынимать? обязательно. Но уже там возле мойки. Все. Идемте, красавцы мои. Бери здесь за собой. Кто в доме хозяйка, ты забыла? Так, Катя, уберу, не переживай. Хорошо. Чайки тут недалеко прилетят. Дай Марату помогут. сыр. А ему еще рано это делать. Рано. Да? Сейчас а что, так я будешь ходить смотреть? Я буду стоять, смотреть, как Сережа жарит карасей. Сегодня ж Могу смотреть на это вечно. Сегодня же рыба, поэтому у Марата почти выходной. И я ему придумал такое занятие приготовить замечательный ру. Ах ты, шо ты, шо ты, шо. А я хочу и корку, а она там должна быть по-любому. Немножечко. А мы делали это видео. Без тебя еще, кажется. Бички по-одесски, помнишь? Когда я их не спарывал, через жабры доставал кишечки. А они икряные были. Ты тоже сейчас так Я будешь фаршировал. Да, ну там лучок, цибулька, Ты тоже все, щас все так дела. будешь делать? Немножечко муки и обратно Ты тоже сейчас так запихивал. будешь делать? А что нет? Это ж под сыром. Ты вот так вот кривишься, а мне сейчас известные рестораторы аплодируют и благодарят. Это ж думаешь, это ж стартап, это ты готовый думаешь, тебя бизнес. смотрят известные рестораторы? А что, нет? Что ты себе льстишь? Ой, Катя, Катя. Самый известный ресторатор, Катя, это ты. Нет. Вы заблуждаетесь, Марат. Почему? Для меня ты. Все. А джунджили? О, может, японским ножом? Бздынь, 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 бздынь. Нет? Сыр открытый вот этот убери. Чего? Ну, чтобы на него кишки не падали. Ладно. Вот так вот обошли. Обалдеть. Есть? Марат, дай вот тот тазик собачий. Кстати, это тоже удобрение, но я положу сюда, потому что Катя моя
не сильно шарит в удобрениях. Она... И главное в агромаркет зайти, пузырькая корочка. Ой-ой-ой. Не, ой-ой, это этот пузырь, когда в детстве дедушка чистил рыбу. А я вот так вот делал. Господи. Вот такое детство было у меня, Катя. Дай бог каждому такое. Хорошее. Сереж, уже солнышко вышло, мне уже гулять пора идти. Ну иди пописи и вернись, елки-палки. Так обычно кошечки делают Ну в посмотри, огороде. какая красота. Ты со своей рыбой этой. Марат, вы видели, какая красота? Да, видел. А? Катя, благодаря... Я только в шоке от Ладно. того, что розы зимой распускаются. Да, Прям свежие почечки, кстати, называется. бутончики. Бутончики, да, прям распускаются. Это чайная роза или как называется? А бог его знает. Ну, вот, судя по тому, что она мелкая и пахнет, похоже на чайную. Хотя куст у бабушки был другой. Так это мы его так На сформировали. Дунайском берегу, на этой планете, как-то шел с рыбалки я, с карасем в пакете, до чего же он хорош. Сладкий, золотистый мой карасик дорогой, миленький, пушистый мой карась, ты мой карась. Сереженька, Обалденская рыба. Шо? ты уже готов? Катенька, ты же знаешь, как для меня карась это важно, елки ты палки. Ты шо? У нас единственное видео, которое 1 600 000 просмотров 7, по-моему. Ты может, там молчишь, поэтому, может быть, 7 поэтому так. за карася. Только жаришь карася и ничего больше не делаешь, понимаешь? Катюша, Что, Сережа? вот ты и попалась, курочка Чего? моя. Нет, он Ты шо- как раз там много говорит. Ты что, не подписана на канал? А видел, как только что она и Еще не хватало мне тебя по Прострафилась. телевизору смотреть. Мне дома хватает. Как раз я там говорю и рассказываю, как, что и зачем, и почему не надо, а лучше так сделать. И нормально, и многие люди, как многие, уже почти все, говорят, Сережа, спасибо. Мы жарили по вашему рецепту. Это было таки что-то. Я вернул любовь тем людям, которые ее давно утратили к этой рыбе. Что? Уже написали люди, что сделали салатик вот такой С хурмой? с хурмой, да. Очень. Фотографии присылали? Нет, без фотографий сказали. Смотри. что вкусно. Тебе написали, а к нам уже приходил человек, и который жал мне руку и говорил, Сережа, спасибо, это было что-то. Да. Правда? Да. Ты что думаешь, я шучу и обманываю? Эх ты, Катя, Катя. А откуда у тебя эта кошечка? Симпатично. Подарил кто-то, Катюню? Просто скажи спасибо людям добрым, потому а что я и говорю. тебя ж так подарочками любят отдаривать, что... Все, кто мне дарит подарочки, все говорят, это потому что все время дарят Марату и Сереже. Марату и Сереже. Да, ей даже вчера Альбиночка на привозе бутылку вина налила. Чтобы она не расстраивалась. Да я не расстраиваюсь, лишь бы вам хорошо было. Не замерзли, Марат? Серый, ты всех Шо? почистил? Карасей, да. Что ты тебе- хочешь? Я тебе доску несу сразу Под- помою. Стой, солнышко, отдыхай. Вот сядь на тут теплый каремат и отдыхай. Я позову тебя, когда... Хотел помочь, хоть что-то Я сделать. позову, когда начнется. А он же там моет карасей, Марат. Скажи, у тебя налито? Нет. Ну, а что ж ты возле салата сидишь? Налей себе с тобой пиво И бахну. булки вот тебе с мясом кушайте. Это будет лучшая помощь. Все, тут черненькое обязательно вымыть надо. Его здесь немного, а в свежем оно отлетает просто от проточной воды. И считай, что мы готовы. Стерильная, идеальная чистота. Готово у тебя, маэстро? И что, салат такой себе? Уже почти половину влупили. Вы маме только Салат, оставьте. Ребята, шикарный. Я сам первый раз его сегодня попробовал. Первый раз мы его исполнили. И я считаю, что вот этот салат и тот, который мы делали вместе с пловом, это достойно на Новый год, может, Достойно. на столе. Ну, так выпьем же за твои маленькие золотые еврейские ручки. Цоп-цепы. Маленькие золотые еврейские ручки. Господи. А что у него большие? Ну, по сравнению с твоими, конечно. Так. И? О, Марат. Смотри, я уже рыбу почистил.
Поэтому могу комбинезон вот этот вот Чего? снять. Ты так хорошо в нем смотрелся, Сереж. А я дальше не буду пачкаться. Это вообще-то мясника. Но тебе очень идет. Хороший кожаный, японский. О, все, а теперь уже все. Уже видно, что он рабочий. Капельки того, немножко этого. Выбрасывать? Не гони, Нет. он многоразовый. В этот машинку ты что, это ж Его можно он стирать? вечный, конечно. В Кожу? машинке? При какой температуре? Это же Наверное, очень, выворотка, ее можно стирать. наверное, при очень слабенькой. Да, 30-40 градусов. Но я его еще, Ничего не будет, поверь. Марат, я его еще пару лет попачкаю, а потом Катюша моя и постирает. Ну что я хотел сказать? На тебе цибулю. Мука есть. Цибуля. Блин, а зачем вот столько? Сельдерея. Мне уж суставы уже не болят. Но я продолжаю ей делать фреш. Ни вчера, ни сегодня. Забыл. Вот замуровалась цибулька, ёшкин ты кот. Может, нету? Ты хочешь... Не-не, я точно помню, есть. Сколько там? Ну, одной хватит цибулины. А для чего? Цибуля? Да. Ты просто почисть. Ой. Почисть и порежь ее. Как? По-липовански. Очень мелко, как на оливье этими. Кубик. Да, ты будешь доедать эти итальянские Нет, сам уже яйца. перемороженные яйца. Ну, итальянцы Собаку молодцы. покормлю. Фу, оно такое непрезентабельное. Хорошо. Я хочу японцам дать. Не надо японцам давать. Просто порезать. Как он исполняет. Слышишь, нормально. Огонь. Такой нож, что может и позвоночник долбануть. А тут знаешь, что я делаю? Вот так вот раз одну просечку и немного на пузо. Она Да потом слышно температура прям, его ага. вскроет. Не-не, это чтобы через вот эти вот трещинки туда в икру попадет маслечко и быстрее нам ее прожарит. Смотри. Огонь. Ах, ты мой праздник. Следующий, сказал. Следующий. Все. Вот это готово. Можно так вот прямо под сильным наклоном бахнуть. Оно когда жарится вообще очень красиво получается. Главное меленько. Слышь, что там гудит? Катя, это у тебя вибратор свой выключен на телефоне. Пугаешь меня. Думаю, что гриль ожил. Ты понимаешь? Ты давно, Марат, карася ел Честно? жареного? Давно. Честно. Давно? Ну, пару месяцев точно. Нифига себе! Ты прямо обед взял какой-то, так не можно. Я немного чаще. Хотя хотел бы каждый день. А то, когда я его ел каждый день, Катя моя была недовольна. Сказала, от этого лучше не становится. Хочется всеми инструментами исполнять. Что ты смеешься? Ты возьми каждую насечку и разным ножом. Да, ты что? Попадешь к нему рекордом Гиннесса. Точно. Ты посмотри, что он Рыбы делает. не хватит, Катенька, чтобы каждым ножом носить. Да рыбы хватит, у нее не хватит времени. Точнее, у нее не хватит нервов все это снимать. Ну ты видишь? Как я говорил. Тебе видно, Катя? Покажи. У вас есть такой Смотри, нож? заезжаешь, Да. раз, и пятка сделала свое дело. Хрустнула. Оп, оп, оп. Поделила. Вот это, наверное, самый идеальный нож
Там всегда для карбовки рыбы. Шо? спрашивают, а карпа можно так порезать? Мы делали, у нас есть за это на канале тоже такие видосы. Но сильно ты не сделаешь. Я уже говорил, Катя, мне уже надо, Ну наверное... скажи людям, если собрать. опять будут У карпа спрашивать. маленькие косточки не только вот здесь, как у карася, у него они в серединке и в этом. Поэтому все равно такого эффекта можно не достичь. Но можно. Если жарить карпа, как узбеки, в глубоком масле, все получится. Перед вами два рыбака. Один виртуальный, другой реальный. Но так как я давно не был на рыбалке, я уже похоже уже где-то рядышком с тобой. Скажу, у них строение костей вот этих вот западлистых вилочек одинаковое. Везде в спине. Да, карась это семейство карповых. Просто здесь они тоненькие, и то, что мы его делим, благодаря маслу, мы выжариваем эти хвостики до такого состояния, чтобы оно тебе не мешало. У карпа они потолще. Поэтому нет смысла вот так вот мельчить, масло его не выжарить. Делайте вот такие крупные сечки и жарьте как узбеки. Будет вкусно, и кость будет вам удобнее доставать. Они там останутся. С карпом ты так не поступишь. Мастер-класс Проверено. виртуального и реального рыбака. На арене два Ух рыбака. ты шо? Ну рыба. Все? Закончились караси? Блин, надо было больше взять, я только во вкус вошел. У меня там как раз есть, если что, должность. Что у тебя? Карасей жарить в ресторане. Ты что ты говоришь? Она ресторатор хороший. Милости просим. Но ресторатор это же не прожарить, это про руководить. Да, ну, руководит она неплохо, кстати. Ну, вот. А гонит еще лучше. Так, японский самурайский. С чемоданом. ЗДП нож. Ну что, понеслась? Ой, убери там оттуда мою вот эту красоту греческую. Ты уже или повесь ее куда-то, или, Да, я конечно. ее когда-то куда-нибудь уже грохну Положи аккуратненько. аккуратненько, нет. Куда? Может ее поджарить? Ну, Сереж, Ну куда? ну вон на стол положи, она никому не мешает. На столе. Вот. Да неудобно салат есть. Марат сказал, Так. что он больше уже не будет кушать. Уже сыт по горло. Да подожди, он еще не пробовал моего карася. Я держу место для карася. Давай. Марат, что не влезли, домой засунем. Вместе с тем рулоном бумаги. Ой-ой-ой-ой. Сережа, Что? ты расходуешь масло как-то. очень. Хотя я отфильтрую, мне еще там обещали центрифугу. Какой центрифугу? Специально. Для таких, как ты. Которые говорят, что я масло расходую. Закидываешь, оно так вот делает, все, говнище отлетело, масло новое вернулось. Так, пока не нагрелось, вот так вот отравняем. Если вот лучший нож для карася, то это лучшая сковородка для карася. Ну, Именно она, именно вот спорить не этот вот буду. садж чугунный. Это шедевр и very good какой-то. Так, солим непосредственно перед жаркой. Троих сразу оприходуем. А, Маратик. Что ж ты мой... А, ты все сделал? Да. Молодец. Все, сольки хватит. Вот видишь, что я говорю, мешает. Катя, ты вообще с нами сегодня или нет? Ты что, чем ты ее обидел? я нет. Это что, так салат на нее хреново повлиял? Был же ж человек как человек. Ёшкин ты кот. Ты что? Ты устала? Да, Сережа. Ну все. Молчу, как ты хотел. Давай, я звоню в полис UA, тебе страхуем пенсию или что там надо делать. Сон мой застрахуй. О! Бздынь. Вот для чего тебе лук нужен был. А я не мог понять, зачем тебе лук. Котлетки сейчас Мука. сделаем. Солька. Яичко. Яичко долбанем. Я это хотел сказать. Сейчас это все аккуратненько перемешаю и вот этим зафарширую карася. Правильно? Но это же будет очень вкусно под твой сырный соус.
наверное. Лучок я просил мельче порезать. О, и- Вот я не проверил. Елки ты палки. Можно еще мельче. Прямо можно очень сильно мельче. Блин, я, значит, тебя не понял. Ну, я Но сказал, он мелкий. под самый мелкий, маленький, малюсенький кубик, что у тебя получится. А зачем вам чеснок? Это для соуса сырного. Все. Готово. Хотя, в принципе, если добавить сюда еще немножко уксуса, то она уже и в сыром виде будет готова А мука там в употреблении. А, мука. Мука, чтобы крепила. Чтобы не растекался. Все, видишь, и пленочки эти остались. Готово. Все готово. Карась, ваше высочество. Там шо? Готово. Решили, какой сыр вы мне дадите? Любой, Марат. О, успокоилась уже? Мне для вас ничего не жалко. Мальчики. Так. Сейчас самое интересное будет. Правильно? Ты будешь их там зубочисткой закалывать? Не, закалывать не буду, оно там останется. Просто я думаю, мне сразу в муку. Не, лучше я сразу зафарширую. Вот так вот. И чтоб хватило на 3 карася. Огонь. Отлично. Что, смеешься? Просто вспомнила, Что? как люди пишут, если бы не Марат, то Серега бы карася говорит. Жарил бы? Да, и жарил бы. Правду пишут. Разными рецептами. Конечно, у меня по этому поводу фантазия такая прям неиссякаемая. А я в томате еще никогда не ела карася. Так я ж тебе делал. Ну, делала. Ладно. Видишь, ты Как не делал? сама Делал. напросилась. Ты не попробовал? Еще и в Да. томате приготовлю. Это вкусно, я люблю рыбу в томате. И я. Хорошо, я вам двоим сделаю. Хорошо, как бы того карпа по-узбекски сделали. Ох, Ты тогда шо? прямо Это прямо все кайфанули. аплодисменты, конечно же. Все, до конца. Почти до иклиночки. Хорошо, я баба Катя звонил сегодня? Да, Сережа, она тебе сказала, чтобы ты не отвлекал ее и шел куда подальше. Ты что, забыл? Поет? Распевается. Еще минутку давай дадим. Так ты иди пока макай уже в муке. Пока ты сейчас его там помакаешь, по жопке стукнешь. Тебе учат. Слышь. Ага. Ну так всегда. Ученик должен превзойти А я учителя. ни одного раза в жизни не жарила карася, Марат. И не планируешь? Очень зря. Ну, мне кажется, что самое сложное... Ой, да вообще тут все сложно. Вот это настругать эти полосочки. А перевернуть его чего стоит в этом масле горячем? Не, Так это самое легкое вообще. неправда. Я тебе покажу, ты увидишь. Я знаю, что ты 2 лопатками переворачиваешь, но мне сырников достаточно перевернуть. Не так просто выходит. Можно? Я его здесь сильно по жопе шлепать не буду, Что, пока не выпало? потому что, ну да, тут же икра. Так вот. Ах ты шо? Golden Fish, ну я всегда от этого, я никогда к этому не привыкну. Это огонь. Как красиво. Аромат какой. Ну это именно только от нашего карася. Рыба вся пахнет жареная. Но у нашего именно аромат. Вальтом аккуратненько. Джбунь. Баб Катя, спасибо огромное за таких карасиков. Почетные, да. Ты шо? Да я вчера, когда увидел, у меня аж потекло. Все. Но мы же были на людях, поэтому я себя сдержал. А то Вова обоссался по уши. Так.
Ну вот того мне надо было в середину хребтом положить. Понял? Ну так как сковородка у нас хорошая и маслом покрывает гребень, что в карасе это самое главное. А если вы, ребята, дома жарите на ровной сковородочке, лейте масло, не слушайте вашего оператора, карась лишнего не возьмет, оно останется все там. Главное, чтобы вот этот вот гребень был в масле, потому что там у него кости. Так ты же его не используешь повторно, это масло. Ты чё? Ты хоть раз видел, чтобы я его вылил? Отстоялась. И еще разочек. Терочку. Нет, ты, Катя, ты смотришь по нему. Оно если перегорело, то ему гай. А если оно хорошее? Терочку? Желательно бы. Я ж тебе говорю, ты не в гостях. Иди зайди, найди себе. Ладно, я сбегаю. Смотри, тефлон, да? Как вам такое? Не прилипает, не отлипает, не залипает. Короче, шедевр. Пусть будет, там у Марата уже почти началось. Что ты читал по-немецки, что это почти Гранфайр Дайершмайер? Это да, это французский пармиджано. Ох, Так пахнет как. На, натирай его, терка тебе. Давай я подготовлю вот этот вот. Это снимается. Короче, сегодня Староказачий исполняет совместно с Францией. Это ру называется, Марат? Нет, трудно звучать. Ру это масло мука, которая основа. А почему он говорит, что соус ру? Или я что напутала? Основа сырного соуса. Делается на базе ру. Ру – основа для миллионов соусов. Но сегодня у нас для сырного. Марат, Ага. а вы до знакомства с Сережей пробовали таких больших карасей? Нет. Честно, я любил маленьких с ладошку и считал, что они самые вкусные. Ну, сладкие, знаешь, такие. Так, все думали. Просто я сейчас стояла, смотрела на этих карасей и вспомнила, когда он мне первый раз пожарил такого карася. Блин, он реально удивил меня, вы знаете? И подумала, Я ел мелких карасиков, таких с ладошечку, и был счастлив. Маратик, ну все думают, что вкус карася зависит от возраста, от водоема. а сколько лет этому карасю? Ну, я с ним в школе не учился, Не, я ну, не как знаю. ты думаешь? Я точно знаю, что он с водоема. Не Вкусного. больше 5 месяцев, 6. Да? Да не, ну что ты, Марат, не, Так больше. это значит Не-не. порода? Да нет. Если в искусственном выращены, то не больше. Я тебе как рыбаку рекомендую здесь помолчать. Просто тестирую, у тебя хорошо А получается. сколько ж тогда те карасики, которые с ладошку? Возраст? Ну, 2-3 месяца. А я думала, что это лет 5-6 ему. Иди сюда, я тебе покажу, Давай, иду. что здесь Сейчас несложно. возьму книжку, почитаю, елки-палки. Про карасей? Ну да. Кать, давно пора. Живешь с таким человеком и нифига про карася не Так знаешь. расскажи мне. Смотри, вот так вот взял, Да. аккуратненько раз. И ты, ну что тут сложного? Вот скажи мне. Но мне сложно. Да елки-палки. Как Давай у я меня попробую. Олежка, друг мой, говорит. Глаза боятся, руки делают. Ты поснимаешь, а я попробую перевернуть. Смотри, я точно знаю одно, что у тебя получится, но не получится у меня поснимать так красиво, как делаешь это ты. Красиво ты меня сейчас. Комплимент. Да. Помочь тебе? Не, я думаю, хватит. Да, начинай делать ру, а я дотру сыр. Я думаю, Сережка, хватит. Смотри, 2 разных сыра почти, ну, чуть-чуть по цвету отличаются. Ну и по вкусу, конечно. Ну вот мы делаем женитьбу свадебную. Хорошо, а эти шедевры мы тогда оставим на когда-нибудь потом, да? Да. Но это, Марат, настоящий пармезан. Прямо я даже не знаю, сколько ему лет. Это, по-моему, Наташа подарила. Не по-моему, таки да. Так. Масло. Не, ну это ты добей. Ты Ладно, хо- да. Хочешь, да. чтобы у тебя была вот эта полная миска сыра? Я хочу залить карася кедренифини. Ты зальешь карася кедрине. Хорошо, заводи гриль. А я дотру. Что? Ложка одна такая, раз. И венчик. Сейчас уже мою чищу даю тебе. Я хочу, чтобы мы ели карася, а оно у нас не то, что по усам у тебя,
а по рукам, по штанам и даже по свитерам текло. О, Марат погнал уже с маслом исполнять. А я готовлю тебе маэстро венчик. Вот ты всегда, когда готовишь ру и стоишь у плиты, не хватает тебе этого колпака белого, поварского. А почему только ру? Ну, чего-то у меня так ассоциации такие с Ты, он Францией. меня и справа прогнал, и слева прогнал этот Марат. Катя, ваше место на пьедестале. Там удобно будет тебе делать все. Так, мука, Штатив вам в ложка. помощь. А мы давно за него уже мечтаем, тем более у Марата есть. Что? Штатив. А, ну так попробуйте одно видео снять. Интересно. Ой, что ты нас пугаешь? А я просто интересуюсь даже. Нет, ты не Получится у вас? интересуешься Мне по-другому, кажется- а ты именно пугаешь. Что мне пугать? Ты Вы просто посмотри. попробуйте. Для тех, кто не знает, медленно, очень медленно, минимум минимум должен выглядеть ваш газ с той стороны кастрюли. Сначала Топите масло. растопить. Вон там лежит чесночок, давай его сюда. Уже могу, да? Прямо хочу, чтобы все попало за раз. Ты умеешь клейстер варить? Я почему с тобой, Марат, карася исполняю? Потому что я точно знаю, что ты его не испортишь, а наоборот приукрасишь. Все. Добавишь муку, а я буду сразу размешивать. Сколько надо? Ты будешь этим мешать или венчиком? Сначала этим. А сколько муки надо? Примерно столько же, сколько и масла. Вот сколько было масла? 200 грамм? Визуально? Да. Еще ложечку можно. Ой, чесночок пошел, ты чувствуешь? Ай, карасями распахлась. Теперь ру можно Ты сделать чувствуешь? более светлым и можно сделать более темным. Нам сегодня темный сильно не нужен. Все, открывай молоко. Где Не оно? велика ли у вас кастрюлька? Марат? Ну, Сережа хотел в этой, в новой. Она знает, и вот это ее Что я хреновое знаю? качество в ней есть затроллить. Я перчинки Чем жирнее, добавляю. тем лучше. Перчинки добавляю, Сереж. Всю пачку? Ну, я думаю, что да. Давай. Вот теперь ты меня хорошо услышал. На такое Пусть количество, его будет много. на такое количество сыра, я думаю... А у тебя есть еще молоко? Дай салфетку. Нету. Есть. Откуда? Детская, там 2 пачки. Детское я не разрешаю брать. Тогда сыр не весь будем добавлять. А я ее уже все. Уже наелся я ей. Он уже все. Я уже тобой наелся. Я ее даже спрашивать не буду. Сейчас сам пойду, как хлопну дверью. Поцелуешь ли меня? Да. Давай. Так как ты стоишь, куда тебя целовать? В рот. Ну так нагнись тогда, ёшкин ты год. Повернись и нагнись. Давай. Ай. Так, чуть-чуть соли добавляю. Вам надо еще молоко? Или вы пошутили? Не, если я весь этот рис говорю, сыр использовать, то надо еще молоко. Я не думал, что думал, сотейничек маленький. Сколько здесь грамм? 400. Что, прямо литр 400? Ну ты даже превзошел А там мои не было ожидания. литра в том пакете. А, тоже 900 грамм? Если не 800. Я посолил, как это не было. Договорились. Все, 400 грамм поехали, да? Да. Отлично. Эх, бедные дети. Ну ничего, будет есть карася. Вместо молочной каши. Придется мне теперь в магазин ехать, Сереженька. Так, ты посолил. Приготовь, пожалуйста, поближе сюда рис. Это не рис. Ой. Сыр. Марат, о чем вы думаете? Я думаю, Хорошо. Володя, О, это вкусно. что с Германии? Да, Что Что наконец. это? это? Это решение проблем. Это в самом конце, Сколько да? я мучился, А сколько что я это? чухал. Мускатный орех. Только еще понять, как по-немецки он открыл. А, вообще, разное, смотри. ты поняла? Да, дозировка разная. да, разные нам дырочки. вот самую маленькую. Это да. мускатный орех уже молотый. Сколько На я там, Пасху надо было сколько я там ногтей и кожи своей оставил в этих. На 3 года.
Да ладно. Он быстрее испортится, чем ты его используешь, поверь мне. Его же надо, блин, минимум шель минимум. Так а что мы такой не добавим желтый? Ну давай, добавляй. Добавляй уже, потому что скоро надо будет Это же вводить. Норд-Вест. Возьми в холодильник. Вижу, не готово. Там есть как раз кусочек, долька. Поцелуешь? Катька, слышишь, убери Поцелуешь, говорю? свое старое седло отсюда. Что тут ты Сережа, тут давай, торчит? давай, закипает. Потом будете любовью Ага. заниматься. Так она, видишь, стала. Сереж, позови его. Люк, ко мне. Тебя, солнышко, сильно долго отмывать надо. Ты в огороде как извозюкаешься, а ты ж благородная породистая собака. Поцелуешь? Катя, мне не нравится, что ты стоишь. Обычно тебе нравится, Сережа. Ну, вот я люблю тебя целовать, когда по-человечески, а так ты стоишь, перегородила дорогу, и что мне с тобой делать? Ого, вот это вообще говорит, твердый, ты понял? Так это ж пармезан, Сереж. Выставил. Это не пармезан. Это не пармезан, это какой-то желтый, твердый, мягкий сыр. Сейчас я его почищу. И надо весь Так. сыр вводить или можно поэтапно? Желательно вот уже вводить. На. А ты пока этот будешь мешать? А пахнет прямо именно А он будет густой? молочной фермой. Очень густой. Все, хватит, Сереж. Если ты хочешь еще, то... Неси молоко. Там еще есть одна пачка, не переживай. Он хочет как в томате сделать, да? Катенька, как он хочет, знает только он. Нет, не Марат. ты, не я. Я вам открою Никто секрет, не что знает. даже он не знает, как он хочет. Я хочу, чтобы у нас получилось. Я А у нас хочу. обязательно получится. А давайте туда греческий йогурт добавим. Чего? А потом что? Марат. Я думал, мы поедим, а мы, походу, все троем рыгать собрались. Я вообще не буду вашего карася кушать. Ну ты сиди голодный, Марат. По полтора, это же какое счастье. А маме? Подожди. Ладно. Просто этот сыр очень желтый, вкусный. Я подумал, чего его туда. А почему вы не хотите добавить йогурт? Это ж почти молоко, только густое. Нельзя, Марат? Кислое. Молчит, ничего не говорит. Марат, ну ты сейчас вот это, конечно, вот это вот с таким презрением относишься к моей идее. Ну, когда ты будешь есть, ты поймешь. Я себе представляю это- твою идею. Караси не сгорели? Чего это они у меня вдруг должны сгореть? А ты их в чем будешь заливать вот этим вот? Да на тарелке просто сверху А. полить их этим. А я думала, что ты их потом будешь в этом Еще тушить, доводить. Да нет, я сейчас уже доведу их до готовой еды. Полить. Просто так, как карася, рыбу, птицу, молодицу, смело кушают руками, так я подумал, чего же эти руки не, не испачкать в сырный Не, соус. представляешь, если потушить, как это вкусно, а? Ну, то другое. Все, Маратик, у меня уже почти готово. У тебя сколько еще надо? Пару минут. Все, идем нога в ногу. Средний огонек. Я готовлю тарелки. Катя, наведи порядок с Дед Морозами. На виду, скоро за елкой с тобой поедем. И они как выстроятся там, как станут рядышком друг с другом. Хана будет. Марат, Ох, ты красавый. Марат, ты меня понял, то, что доктор прописал. ну еще раз Вот покажи, такое и такой надо. воздушный. Етить, колотить. Мускать. Сколько? Немножко, давай, сыпь, не бойся. Какой Сыпь, красивый, Марат. Еще. Сереж, ты видел, какой Хватит, красивый? хватит. А вы такое делали когда-то? Да я делал такие соусы миллион раз. Но сегодня с чесночком, например, бывает
добавляю даже помидорку какую-то сюда с перчиком острым. Это смотря к какому блюду ты готовишь соус. Конечно Вы же. сейчас, когда его подняли, так это было, конечно, очень. Все, я его выключил, ребят. Все, а ты не хочешь самый минимум? Все, нормально. Не надо, не надо. У не меня надо. уже- Если надо будет подогреть, но он станет еще гуще, когда остынет. Когда остынет? Да. А ты помнишь, мы ели Логически все понятно. такой сыр с кашей вот там вот в Ага. турецкой Швейцарии? Ты не видел то наше видео? Я Как-то всё видел. как-то у них известно есть такое блюдо. Там в холодных горах оно согревает. Кстати, мы за него снимали детальный рецепт. Я бы хотел, чтобы его сделали. Даже сковородка у меня железная это есть. Бам-бам-бам-бам-бам. Ух, какие красавчики. Согласен? А я И там я. в Инстаграм выставила, а там люди уже пишут. Караси от бабы Кати. Ага. А видео-то уже вышло с привоза? Представляешь? Только вышло, а уже пишут. Молодцы. И там смотрят тебя. Любимые, потому что наши вы все люди. Спасибо огромное, что вы нас смотрите. А мы для вас таки будем снимать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты улыбаешься? Я таки хотел. Я даже Всё, хотел. я рад, что я тебе угодил. Я даже хотел, чтобы было больше. Еще больше, куда больше. Да Тут шучу, я родненький, нет. соуса на полгода. Все, заморозим. А что там, что-то красивое? Боже мой, ты Дениска, набрал. ты что? Деня, здорово. Да я Смазку Привет. привез. А у меня телефон стоит еле-еле там со звуком. Ты видишь, что мы делаем на твоем гриле? А что это за красота? Это соус сырный. Это сырный. Это Карася. караси. Это мы сейчас положим карася и сверху зальем сырным Ну это соусом. вообще уже какое-то прям извращение тут карасем. Кто у нас главный извращатор? По карасям это ко мне. Ё-моё. Красота. Так, я тогда не буду мешать. Да 2 ты, секунды, чтобы у нас соус не загустел. Мы сейчас... ты давно ел новогодний салат без Не колбасы? голодный, спасибо. Ну да, ты же представитель гриля. Мы вегетарианцы. Вас там только мясом Ты кормят? вегетарианец? Да ну, Да нет, ты что? Не пугай! Продает грили и вегетарианец. Это вообще. Хотя ты помнишь, как Мы он... же зашли к тебе Тоже недавно. овощи. Нет, так а он как жарил бананы. Ты что, он и ананасы жарит? Ты что? Очень вкусно. Он еще тот. Маэстро. Все. Огонь. О, Ты смотри, видишь, а Люк признал, что гавкает. залетные, да, и начал гавкать. Ой, Марат, что сейчас будет? Скажи мне, где она? Что? Такая маленькая красивая поварешечка у меня была. Она сейчас пригодится. А, соус наливать? Да, поливать. Так, это с дырочкой, а где-то такая же без дырочек. должна быть. Сейчас я Марат, ну пошукаю. вы мне всю картинку И, кажется, я портите даже своей помню. широкой спиной. Люк, ау, ау. Огонь. И что, Катенька? Парит? Да не то ты с ним. Агрегаты, брат. Это ж песня как красиво. Люк, не расстраивайся, свои. Сейчас я принесу поварешку. да, тут прям так атмосферненько уже стало. Да. по сравнению, да, я уже давненько не был. Дениска, мне надо самый маленький баллончик, который у тебя, ты мне показывал как-то у тебя. Оранжевый тот или такой? Вот такой, Такой 9,6, да. самый маленький. Да. Ну, есть меньше? Нет, самый маленький 9,6. Все. Горелка и вот это новая турбо. Горелки 15 уже есть, 15 числа должны, да. Мне комплект все вместе, когда будет, звякнешь, и я... Окей, да. Да, потому что ему надо. Что ты принес? Не мешает? Трейдин, митер новый. но Второй? старый меняю, да, и соус. Ну соуса пока мало, поэтому один Всё, только а- классический. Хорошо. Это же мой любимый Марка Цукерберга. Да, Ё-моё. да. У нас Ребята- буквально там 10 ящичков пришло, подразобрали. Ну пока тяжело их привезти. Так, Серега, давай. Все Соус сюдой. быстрее, давай. Все нормально, он мне не надо сильно жидкий. Обалдеть. Я говорю, спасибо этому соусу, ты с мясом вообще не заморачиваешься. Главное, чтобы оно было хорошее. Пожарил, Да, я тоже. сверху брызнул, все, это композиция во рту. Валерин папа пришел один, взял ребрышки, приготовил, пришел на следующий день еще один взял. Ага, и молодчак, будет понравились. запасом, да. Ты видишь, что это? Что это такое? Это мы яйца варили по-итальянски. Ничего себе, Ты так не делай. Обалдеть, это же Митр второй. Можно засандалить его сразу в карася. Все, Деня, я тебе старый верну этот. Да, Буду с удовольствием гонять. Маратик.
Ну вот уже хорошо. Ты оставь его не колопуцей. Там температура такая, еще минут 15 он будет просто Не именно забывай, что на улице почти огурцом. Держи, ты заслужил. Попробуйте не съесть. За Ты шо? карася, Кать, не переживай. Посмотри, даже не знаю, какой стороной покрасивее. Супер. Вот это вот сюда. Ну, это маме на красивой тарелочке. Ух ты шо, ты шо, ты шо. Ты бачишь? Маме самого маленького оставил. Слышишь? Мне порой кажется, что я зять лучше, чем ты дочка. Неправда. Ну да, шучу я. Самое главное теперь что? Вот это хочет Красиво. извратиться, красиво извратиться. Перестаньте так говорить. Слушай, ну китайцы едят эту рыбу с красными соусами. Они подают на шкварчащих тарелках. Они заливают, как мы того карпа по-узбекски делали. Ну почему Давай, это мы не сделать? сделаем по-одесски. Давай. Почему это не сделать? Куда ты собрался укроп добавлять? Мы уже добавили в салат. Все, я понял. Украсите веточкой укропа. Ё-моё, Марат, вы такое видели? Марат бы сейчас сказал, такое бы, конечно, Сейчас он- лучше и в духовочку на 15 минут. Да, он бы это корочкой. Сыр корочкой. А мы сейчас подождем. А он, кстати, сейчас подстынет, и он будет Вот, тверденький. вот я за это и хотел Все. сказать. Пусть этот лежит. Не, ну ты мало. У тебя целая кастрюля, залил бы, чтобы он плавал в этом соусе. Катя, А, я тебя прошу. Мне одного фантазера хватает. Что ты тут плавал? Давай карася опустим в соус просто тогда. а я думала, что он их сложит в этот судочек и будет его там томить. Думала, что будет так. Я а? вот этот сыр в теплом состоянии разложу по формочкам, заморожу и буду доставать полуготовый продукт. Блин! И рот ему обязательно наляпать ему. Ты что, как я его замумифицировал? Дёня, ты что, даже карася не будешь? А не, я же заберу тогда агрегат и поеду. Все, понял. Душа твоя довольна? Да. Пока соус теплый. Я. Чуть-чуть, Марат. Тебе надо или не надо? Это чесночок. Он никогда лишним не будет. Там уже есть чеснок в соусе, если что. Ну, тут А я- можно и укропчик Я порезать. считаю, что сверху надо вот той аджичкой еще, которая с грушей. Точно? Да. Горчичка осталась. Ну все, Аджичкой. Кать, дай, тихо, спокойно. Я хочу порядок навести. Вырубать? И будем пробовать. Вырубай, да. Свое плохое настроение. Так, а где оно было? Где-то было. А вот оно. Специально для этого дела. Ты понял? Йо, хали-бабай. Марат. Рыбное фраже. Цептор, не смейся. Канолевая. Это для тебя. Это ты не с ресторана, в котором работал, украл? Нет. Это нам подарили, Марат. Все. На своего карася ешь и И молчи. не ругайся. Давай такую красоту вот с одного покушаем. А, Нет, Марат, вот вы своего а вот карася этот, а вот этот красивый маме отвезем. Вон мамин стоит. Да хватит, я сегодня столько нажарил, что хватит всем. Я, конечно, не люблю этой вилкой, ножом этим делать. Алло. А ты умеешь И других наших гостей ругаю, говорю, что вы этот. Ну, хочется немножко вот так вот. повыпендриваться, да? Чуть-чуть. Мне интересно, Залезь ему вовнутрь. какая там икра у тебя? Великолепная. Так, позвоночник с этой стороны. Сочный, мощный? Пахнет вкусно. Ты что? Катя, этот вкус запомнишь ты надолго. Этот соус, кстати, подходит не только к рыбе, он и к мясу, и к курице, и к чему угодно. Курковать. Это шедевр. Это шедевр. Нахер вилки. Надо есть как есть. Можно я вилочкой? Да я же тебе сразу сказал, что ты этот. Ну что, повернись. Вкусно?
Это карась по-французски. Что? Вкусно? Ты сейчас обалдеешь. Не, я уже наела салата, я не хочу. Серега, ты гений. Это сыр, это что-то. Ты понял? Соус сырный очень вкусный. Обалдеть. Вообще по-новому карась заиграл. Геть по-другому. Ты ешь руками отмоем. Он же интеллигент. М, А икру вы пробовали? Вот сейчас. Катенька. Я бы такой, что я бы еще отдельно в пиалку дал бы соус и макать каждый кусочек мяса. Я же говорил, Чесночок. я же говорил, чтобы оно текло. Боже. Вот так вот, понял? Так, подальше от меня, пожалуйста. На самом деле надо брать соусницу, туда еще наливать и макать туда. Дай ему пиалочку. Блин, Вкусно? это очень вкусно. Баб Катя, спасибо огромное. Как там? Простите, засранцев, мы отмоемся. Ну, карась это такие рыба. А от всей души с хорошим настроением для вас Французили? воплотил одну из мечт, связанную с карасем Одесский Либан. Голоса нет, хана уже, все. Допился. Пивка холодного. Ты допился, я допился. Всем пока-пока. Чао. Эх ты. Е- Слушай, блин, так вкусно. Да. Ну, геть по-другому, да? Вообще. Другой карась, абсолютно. А его если большого филернуть, понял? Убрать это голова, хвост, вот эту всю ерунду по-ресторанскому, и вынести чисто филе на подушке, люди никогда не за что. Да ни один на свете, я тебе говорю. Скажешь, И с черный... этим соусом. Вот. Скажешь, черная треска, скажут, нифига себе, она что такая? Боже. Марат, боже, это икорка это. Что ты кривишься? Да что я кривлюсь, я вас снимаю. Чем вы Попробуй. кривитесь? Попробуй. Это очень вкусно. Некрасиво и вкусно. А икра напоминает, как рыба фаршированная. Понял? Кстати, да. Ням-ням, когда много лука. Если бы ты туда, вот в следующий раз попробуй, вместо муки добавить Сыра. сухари панировочные. Ой, блин, ой, елки-палки. Да, вот в следующий раз попробуй, я думаю, будет еще вкуснее. Ну, это совсем другой рецепт. Все. Я Завтра отключаю. готовим. Неделя карасей. Офигенно вкусно. Это Нереально очень вкусно. вкусно, на самом деле.